Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что прояснится? Что уходит, а что придет взамен? Второй прогноз на 10 дней, на декаду с 20 по 30 апреля. Давайте узнаем подсказки карты. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки все же вы получите. И вторая половина апреля будет в темпе более быстром, нежели первая. Это сопряжено с тем, что закончилась великая ретроградность. Много планет были в ретро-движении, начиная с последних месяцев 2024 года. И вот эта история какая-то, она или все события в вашей жизни, поверьте, они произошли не случайно. Нас, словно пространство Вселенная, подводило к какому-то итогу или выводу. И вот теперь мы можем встать перед вопросом, так ждать или отпускать. Повторить раз, еще раз, точнее, какой-то сценарий, или более так реалистично адаптироваться к нашим планам, или их адаптировать к той реальности, которая присутствует в нашей жизни. Вот давайте мы с вами достанем карты. И первая так и будет называться, так что же уходит? А вторая, что придет взамен? Что прояснится? Какая-то правда откроется. Может быть, и глаза у вас на что-то откроются. Я этого тоже не исключаю. Неожиданности. То, чего вы не ждете. Неожиданные события, или пусть это будет как неожиданные новости. Здесь у каждого по-своему. Мы достанем 3 карты на колоде Оракул Ленорман, как знаки судьбы или события ближайшего будущего. С чем, опять же, это будет связано? События ближайшего времени. Ну ладно, 2 карты шло, так и достанем. Может, больше подсказок. Или каких-то знаков судьбы. Достанем карту совет. Позже мы достанем 3 карты по основным сферам жизни. Так что ж уходит? Какие-то договоренности, 2 кубков. Хотя у кого-то это воспоминания прежней истории любви или история отношений. Или, может быть, какие-то договоренности. Я не говорю, что это обязательно какое-то расставание. Отнюдь нет. И мы говорим, что уходит. Может быть, какой-то конфетно-букетный период был до этого времени, а теперь вы будете переводить отношения на более такой прочный лад, оформлять их юридически, когда вы не просто встречались, или какая-то легкость, а когда ваши отношения перейдут на этап каких-то обязанностей, да, или оформлений, такое тоже могу предположить, или пусть по вопросам личной жизни, но тоже тут какая-то перезагрузка явно у вас присутствует. Может быть, это обстоятельства изменились, или просто вы с вашей семьей меняете планы. Были одни, а здесь у нас какая-то новая открывается, либо перспектива, либо реальность открывается. Или обстоятельства тут тоже меняются. По части личной жизни могут быть изменения. Это факт. Давайте же тогда посмотрим, что придет взамен. Тут выбор. У кого-то, конечно, это может быть и выбор, когда любовный треугольник. Я допускаю это, но, понятно, не для всех. 2 мечей. Это мы должны вот как в яблочко попасть. В самый центр. Какое-то очень правильное решение. Оно у вас на кону. И оно приходит, может быть, с какими-то новостями или событиями внешними. Все то, что я говорила по 2 кубков. И 2 кубков – это карта размеренности, взаимодействия, да, но и каких-то как и контактов, так и баланса. Поэтому некоторый баланс, он может быть нарушен. И тем самым вас поставит перед каким-то выбором. Тоже 2 двойки. Или в каком контексте продолжать отношения, или в каком контексте продолжать даже рабочие отношения. Ну, пусть 2 кубков. Кто знает, раньше у вас, к примеру, на работе было все как-то схлажено, или мы говорим схвачено, да, изменился руководитель. Приходит, вы знаете, приходит новый, и новая метла по-новому метет, и это где-то совершенно новая история вашего уже трудового процесса. Вы к этому готовитесь. Как правильно выстроить отношения. Или какие на себя, может быть, обязанности по работе взять. Или какой-то выбор. Может быть, вам и предлагают, кстати, что-то. Я этого тоже не исключаю. Но прежнее вот этот или баланс, или прежняя вот какая-то позиция, к которой вы уже привыкли, она меняется. И меняется, ставя вас перед каким-то выбором. Давайте узнаем, так что же тогда прояснится. Королева Пентаклей.
Правда, тут могут проясняться вопросы. Дела, работа, бизнес. Все-таки королева Пентаклей, Пентакли. И сразу вопросы денег. Откуда ведь к нам приходят деньги, да? Или каким образом вы будете зарабатывать? Может быть, как дополнительный доход. И здесь могут быть перемены. То, что, если правда, не из одного источника у вас приходили деньги, а из как минимум двух, то, что вы ставили на первое место как основной источник, вы можете теперь как раз на второе отодвинуть. И то, что было на втором, станет для вас основополагающим. Вы можете начать развивать свое творчество, хобби или всерьез задумаетесь работать на самого себя. По этой карте проходит и личная жизнь тоже. Может быть, и есть как и конкретный человек, который вхож в ваше окружение. Или иногда по королеве Пентаклей это наши близкие. Может быть, и родственники, или ваши друзья. И пусть у нас королева, да, но все же по полу мы карту не рассматриваем. Хотя я допускаю, мои дорогие мужчины, что для кого-то из вас это какая-то важная женщина в вашей жизни, причем та, которая надежная. Может быть, я тоже допускаю, хотя я редко привязываю к астрологическим знакам, но королева Пентаклей – это стихия Земли и знаки Телец, Дева, Козерог. Или, может быть, асцендент у человека. Эти люди, они очень прочно стоят на Земле и всегда надеются не на его величество случай, а на самих себя. Может быть, вот какая-то правда вы откроется перед вами, или вы узнаете о ком-то из своих родственников или о конкретном человеке, с которым у вас были прежде, ну, какие-то надежные отношения. Вот я такое тоже могу предположить. Но так или иначе, значит, может быть, и ваш какой-то выбор тут будет сопряжен отчасти по финансам. Хотя я могу предположить, что вы и вдвоем с этим человеком можете задумать некоторую перезагрузку в вашей жизни или ваших контактов. И неважно тут уже, у кого-то это проиграется больше в делах семейных, да, в вопросах личной жизни, а у кого-то это может быть контакты по работе или ваши партнеры по бизнесу или тому делу, которое вы хотите развивать, партнерские отношения, одним словом. Поэтому тут какой-то вопрос у вас прояснится наверняка, потому что по королеве Пентакли тут уже есть какая-то четкая правда, что неожиданно меняется. Или чего вы и не ждете. Туз кубков, мои дорогие. Карта счастья, карта радости. Ну, я могу допустить. Может быть, кто-то из мужчин хочет сделать предложение руки и сердца и, правда, перевести на новый уровень ваши отношения. Мои дорогие девочки, вам тоже может кто-то сделать вот этот такое предложение и давай жить вместе, к примеру, да. Но какая-то перезагрузка она есть, но вас это обрадует. В неожиданностях радость, счастье, какие-то возможности или признание в любви, вот может быть и так. Или встреча с каким-то человеком, я такое тоже могу допустить. И это в равной мере относится ко всем из вас, мои дорогие скорпионы. Но в неожиданностях того, чего вы не ждете, может быть, какая-то рутина вас засосала буквально. А здесь какие-то возможности приходят, добрые эмоции, эмпатия, любовь. Карта не говорит про страсть, но про любовь она говорит. Поэтому, может быть, и новые отношения у кого-то. А старая история любви заканчивается. Почему нет? Бывает и так. Ладно, знаки судьбы. Ух. Ну да, все то, что я сказала, вот будет так. Где-то в этом ключе. Карта сердца. И здесь и про признание, и про подарки, и где-то про эмпатию, про конфетно-букетный период, поэтому у кого-то может быть и новое знакомство в одинаковой степени, равное как и для мужчин, так и для девушек, женщин. Какая-то история, которая нам, с одной стороны, говорят, ты пока не беги впереди паровоза, потому что соответствует этот аркан, число 24, и если мы сложим это 6, вроде есть победа, поэтому это ваша где-то победа в личной жизни, в личных отношениях. И неважно, у каждого свои какие-то задачи на личную жизнь. Поэтому, ну, вы сделаете, мои дорогие скорпионы, что-то так, как вам нравится, или как вы этого хотели. Но есть еще и другое значение валет. А валет – это то, что еще пока зыбко непонятно. Или пока еще не сложилось какой-то, или не уложилось в какую-то четкую стратегию, тактику, последовательность. Тут еще вот так может все поменяться. Но сам по себе период
в личной жизни. Я бы даже сказала, оракул вам говорит, обрати внимание на личную жизнь. Может быть, построй такие доверительные, добрые, искренние отношения, а по двойке кубков это искренние отношения проходят. И даже если прежняя история была так себе, значит, самое время подумать о том, чтобы быть счастливым. Туз кубков, нет ничего невозможного. Что же за знаки судьбы? Ух ты, а и правда. Вот все то, что я говорила по королеве Пентаклей. И смотрите, 3 карты у вас черви, дела сердечные. И вопросы дома, понятно. Или еще вопросы, вы куда-то едете или собираетесь. Может быть, и вообще это переезд с семьей, у кого-то так проиграется, и вы ищете место вашего жительства, пребывания в течение какого-то времени. Может быть, кто-то банально готовится поехать даже в отпуск. Я такое тоже могу предположить. Или к вам какой-то человек собирается приехать. И опять же, с одной стороны, карта дома нам говорит, сохраняй вот эту стабильность, а на карте всадник. Вот это, наверное, то значение, как валет. У вас 36 и 9. 36, если мы сложим, мы тоже получим 9. И 9 это всегда, с одной стороны, это старший аркан отшельника 9, да? Или период каких-то ограничений, или период одиночества, мои дорогие скорпионы. Выход из одиночества – это факт. У вас должен быть продуман. Если вы где-то чувствуете, что мне оно надоело, вот это самое, этот самый, точнее, сольный вариант, тогда вот в эти дни прекрасная энергия познакомиться с кем-то. Или попытаться, может быть, самому выйти из 4 стен и попробовать расширить кругозор своего общения. Но, тем не менее, 9 мы не бежим впереди, опять же, паровоза, потому что это пороговое значение между прошлым и будущим. Вдохновиться этим периодом прекрасно, вдохновиться какими-то контактами, взаимоотношениями, получить какой-то заряд бодрости, получить заряд вдохновения, эмпатии, взаимопонимания, ну, может быть, и новые грани чувственности у каждого по-своему. Ну, это все во благо. Но сказать, что мы что-то тут фундаментируем, хотя и рядом карта дом, тогда я думаю, что вот этот фундамент будет только относиться к тем отношениям, когда вы уже какое-то время знаете друг друга. А у кого-то как новое знакомство. Но пока тогда не торопитесь. И о сохранении себя самого вам ведь тоже говорят карты. Вот я сказала, попасть в яблочко, поэтому выбор этот нужно какой-то делать очень правильно. Но для вас, как знаки судьбы, добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь. Ух ты! Конечно, карта змея может отчасти говорить и про страсть, но у нас сейчас год змеи. И часто в моих раскладах звучит, что это год адаптации. Примите к сведению, что 2026 это будет год огненной лошади. И это всегда непростые года. Это те года, когда мы вообще тут, хоть вы и люди интуитивные, но надо быть готовым к тому, что в нашей жизни метаморфоз будет больше. Или тех вариантов, когда все может встать с ног на голову, тоже больше. И от того, как мы лучше адаптируемся в 2025 году. А начиная уже где-то со второй половины апреля, май, июнь, вторая половина года, кстати, для вас может подарить на самом деле какие-то новые отношения взамен прежней разочаровывающей любви, или которая закончилась, может быть, отношения по разным причинам могли закончиться. Меня смотрят люди из разных стран. Поэтому тут о своем счастье самое время подумать, это правда. Словно свой островок безопасности. Или пусть вот как аркан дом. Это то место наше, ну как цитадель, куда мы приходим отдыхать. Куда мы в дом приносим все наши беды, все наши радости, да. Дом нас встречает всегда и принимает в любом состоянии. Ну, может быть, и вопросы дома тоже. Но все-таки мы говорим про змею. Здесь важно не замечтаться. Помним, что еще хозяйка года змея, она наблюдает, она анализирует. И только потом быстро, молниеносно действует. Поэтому куда-то торопиться нельзя. А выводы вот эти должны быть, или выбор, сделан очень правильно. Может быть, и где-то иногда змея и говорит про страсть. Но я здесь вижу, даже если она присутствует, дай бог, я такое допускаю. И кто из вас еще
не читал мою статью «Лилит в Скорпионе», вот где-то подобные вопросы в личной жизни, они вторая половина года и могут стать на поверхность на первом плане. Или вы можете что-то обсуждать, решать, принимать какие-то важные такие глобальные решения по части именно личной вашей истории. Но все-таки принимая вот эти самые решения или делая какие-то выводы, нужно их в каком-то более рациональном ключе осуществлять. Не замечтаться. Будьте мудры, мои дорогие скорпионы. Карта совет. Мне нечего добавить. Карта солнца. Я могу допустить те отношения, которые начинаются теперь. Они будут продлены или развиваться в ближайшие 6-8 месяцев до конца года. Или какие-то вопросы по работе, перезагрузка по работе. Здесь может быть тоже ваша активность до конца года, когда вы должны держать все в центре внимания. Я могу допустить и другое, что вы куда-то поедете, и может быть это где-то... Тут ведь есть перемещение в наших картах, и, возможно, вы перемещаетесь и думаете, что пробуду там пару-тройку недель, а вы можете задержаться до конца года тоже, или что-то тут передумать. Дорога к солнцу, по сути дела, к радости, к новым возможностям. Это выбор правильного направления. Поэтому тут и в яблочко нужно попасть. Выбор какой-то сделать очень четкий. Давайте мы узнаем с вами дела, работы, бизнес. Первая сфера. Ваши честолюбивые планы или ваши достижения. Какова энергия? Ну, шикарная энергия. Восьмерка Пентаклей. Одна из лучших карт в колоде. И на деньги, и на работу. Работай, и у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Всегда сопровождаю эту карту вот такими, но очень мудрыми пословицами. Тут уже это как бы вы есть профессионал. И рост вашей популярности, ну и вашей экспертности, профессионализма, ну и, соответственно, рост денег. Очень благополучная как раз карта решить многие вопросы. И по документам, и по работе, или какие-то важные согласования по дому, или документы, связанные с переездом, найти какую-то информацию. Вообще продуктивный период. И девятка кубков на деньги. Вообще эта карта, с одной стороны, эгоиста, когда деньги есть, деньги будут, но, может быть, как-то их очень правильно, эти деньги, нужно расходовать или вложить. Но мы не говорим, что мы вкладываем именно в этот период времени, мои дорогие. Хотя я не вижу тут особых каких-то препятствий, но то, что нужно делать какой-то правильный выбор, не на эмоциях, то это точно. Ресурсные обе карты, как и на достижения, на работу, так и буквально на сферу финансов. Что же в личной жизни, мои дорогие? Скорпионы, двойка пентаклей. Будут продолжены какие-то взаимодействия, общения. Более того, это карта спонтанности, поэтому она говорит для вас. У каждого по-своему в личной жизни может сложиться ситуация, когда вам нужно собраться, подпоясаться и куда-то поехать. Вы можете получить какое-то известие, неожиданную новость, которая потребует от вас тоже перемещений. Может быть, вас куда-то пригласят или будет необходимость переехать куда-то, может быть, и не очень далеко, дабы увидеть в конкретной местности все своими глазами. Может быть, вам и придется некоторые контакты какое-то время еще продолжать. Здесь не совсем уже это про личную жизнь, потому что пентакли и тема финансов у вас все-таки она актуальна. И, может быть, именно из-за денег вы какое-то время еще будете продолжать то или иное партнерство. Нам, по сути, жонглер-фокусник показан, который жонглирует двумя пентаклями. И поэтому нам карта говорит: продолжай, пока не получится или не надоест. Будь легок на подъем, но и прими во внимание, если деньги у тебя есть, нам сказали, то все же как будто в эти 10 дней, мои дорогие скорпионы, вы можете обойтись двумя пентаклями. Есть и такое значение, когда, да, деньги мы не тратим. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.